Всем привет! Сегодня приготовим блюдо для всей семьи – рыбу с рисом. Этот рецепт очень простой и быстрый. Рыбка получается сочной, а рис ароматным. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим овощи. Одну большую или две маленькие луковицы нарезаем кубиками. Одну большую морковь трем на мелкой терке. На сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем нарезанный лук и пассируем до золотистости. Затем сюда же добавляем тертую морковь и пассируем еще 2-3 минуты. Берем 300 грамм уже хорошо промытого риса и добавляем к нему половину пассерованных овощей. Все перемешиваем. Подготовленный рис кладем в форму для запекания и распределяем по дну. У меня большая овальная форма 38 на 25 сантиметров. Если нет такой большой формы для запекания, то рыбу с рисом можно запечь и на противне от духовки. Теперь подготовим рыбу. Две тушки хека весом примерно 1 кг отделяем от кости и нарезаем порционными кусками. Также можно использовать уже готовое филе рыбы. Хек солим по вкусу и перчим. Подготовленные кусочки рыбы выкладываем сверху на рис. Еще больше разных вкусных блюд из рыбы смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании. На хек кладем оставшуюся пассировку из овощей. В 500 мл горячей воды насыпаем примерно пол столовой ложки соли. Сюда же наливаем 100 мл сливок жирностью 10-15% и перемешиваем. Жидкость аккуратно выливаем на рыбу с рисом. В общей сложности жидкости должно быть в 2 раза больше, чем риса. Также можно залить рис просто горячей водой без сливок. Форму накрываем фольгой или крышкой. Ставим в разогретую духовку до 200 градусов. Запекаем примерно 35-40 минут. Хек, запеченный с рисом в духовке, получился очень нежным, вкусным и ароматным. Такое блюдо отлично подходит для обеда или ужина всей семьей. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно и просто. Если вам понравился такой рецепт рыбы с рисом, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.